Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что же нельзя делать 31 декабря в Новый год, в новогоднюю ночь. Какие есть народные приметы, которые говорят нам о том, что если вы будете это делать, вы привлечете не только беды, проблемы, неприятности, но и также привлечете горе в свою семью. Давайте вместе с вами разбираться, что же нельзя делать 31 декабря в новогоднюю ночь. Почему? Дело в том, что новогодняя ночь, как вы знаете, она волшебная. Именно в новогоднюю ночь она имеет настолько сильную энергетику, что желательно, и мы рекомендуем вам это сделать, встречать по всем правилам. Конечно же, все правила невозможно их реализовать и осуществить по разным причинам, но если вы будете знать хотя бы основное, что нельзя делать, вы таким образом точно встретите правильно Новый год и будете понимать и знать, а что можно и чего нельзя. Так, первое, что нельзя делать, ни в коем случае нельзя одалживать деньги. Вы будете удивлены, но есть люди, которые любят 31 декабря и 1 января прийти в гости и со слезами на глазах попросить деньги. Не стоит этого делать. Почему? Таким образом вы прощаетесь со своими деньгами, вы отдаете свой достаток и благополучие другому человеку. Поэтому 31 декабря, а также включительно по 12 января уже 2024 года не стоит никому одалживать деньги. Объясните, что вы в Новый год не одалживаете, потому что есть такие люди, которые специально просят деньги, даже какую-то символическую сумму, которую вы точно дадите, и тем самым вы откажетесь от денег. Вы показываете денежной энергии, что вам это не нужно. Кроме того, обращаю ваше внимание, очень важно, чтобы все деньги, которые вы заработали, которые у вас есть, были в новогоднюю ночь с вами. Обязательно постарайтесь их посчитать, порадоваться. Обязательно пригласите их в новый 2024 год. Помните о том, что деньги это в первую очередь не банкноты, не монеты, потому что это физический план, а это энергия, и она имеет особые вибрации, и с ней нужно общаться. Помните об этом. Далее обращаем ваше внимание, ни в коем случае Новый год нельзя встречать в одиночестве. Да, бывают различные ситуации, что вы в это время можете ехать в командировке, в поезде, в самолете или просто у вас сложились так обстоятельства, что вы находитесь в полном одиночестве. Зная уже об этом, вы должны кардинально изменить новогоднюю ночь, найти человека или, как вариант, приехать к кому-то в гости. И таким образом, когда вы встречаете с кем-то Новый год, вы тем самым показываете хозяину следующего года, что вы человек компанейский, что вы отправляете людям радость, что вы веселый человек, что вы мудрый человек, и это очень важно, поэтому подумайте об этом. Далее, ни в коем случае в новогоднюю ночь не загадываем желание с частичкой «не» или «нет». Дело в том, что многие это слышат, но все равно почему-то в новогоднюю ночь пишут записки, проговаривают, например, «я больше не буду» или «я не хочу» и так далее. Эти фразы вам вообще нужно исключить из вашего мозга лучше всего. Поэтому не надо говорить «я не хочу», например, больше быть несчастливой или «я не хочу больше быть нездоровой». Наоборот, скажите в новогоднюю ночь «я здорова, я счастлива, я прекрасно себя чувствую, у меня много, достаточно денег, я любима» и так далее. Не бойтесь себе пожелать всего самого наилучшего. Научитесь любить себя, загляните себе в душу. Многие стесняются проговорить себе что-то хорошее, доброе. Другим да, но себе почему-то нет. Поменяйте, пожалуйста, в эту новогоднюю ночь это правило. Ни в коем случае не бойтесь себе желать. Даже если вы думаете, что у вас это не получится или вы не сможете это осилить, помните о том, что всему свое время. Иногда бывает так, что человек не может долгое время что-то осуществлять, делать по разным причинам, а потом раз, и человек открывает себе бизнес, у него уже целая крупная компания, и он его знает и так далее.
Далее, не рассказывайте о своих желаниях. Ни в коем случае в новогоднюю ночь и в первые 12 дней января не стоит рассказывать ни о своих желаниях, ни о своих мечтах, ни о своих планах. Потому что иначе люди, когда произносят это кому-то, они нарушаются другими людьми, потому что вы произносите, когда другим людям, вы должны понимать, что все работает в первую очередь на уровне энергии. И эти энергии могут быть подхвачены и злыми сущностями низшего порядка. И вместо того, чтобы вы имели то, что вы хотите, вы наоборот можете того или не иметь. Даже если вас просят рассказать, а что бы вы хотели, или как вы хотите, планируете, лучше промолчите, потому что вы не знаете на самом деле, что же рядом с вами за люди. Далее, девочки и мальчики, обращаем ваше внимание, нарезать хлеб для новогоднего стола нужно до наступления темноты. Обратите на это внимание. Считается, что если вы начнете нарезать новую буханку после того, как уже стемнело, как зашло солнце, то в доме на протяжении всего года не будет достатка. Поэтому продумайте так, чтобы на вас хлеб был нарезан до темноты. Или другой вариант, купите уже нарезанный хлеб. Благо сегодня в магазинах во всех это есть. Далее, вы будете удивлены, но ни в коем случае в новогоднюю ночь из 31 декабря и 1 января ни в коем случае не вздумайте ремонтировать обувь, иначе в следующем году у вас не будет возможности купить новую пару обуви или какие-то другие обновки. Поэтому, если вы планируете на вечеринку новогоднюю, да, или идете в ресторан, или в гости, и вы знаете уже, что у вас где-то каблук, возможно, поломался, или что-то нужно подклеить и так далее, сделайте это до 30 декабря включительно, пожалуйста. Не стоит игнорировать народные приметы, они неспроста создавались нашими предками и передавались из поколения в поколение. Также на Новый год ни в коем случае нельзя дарить обувь или примерять чужую, потому что таким образом вы можете сбиться с намеченного пути и, к сожалению, зависеть от каких-то чужих решений. Далее, нельзя надевать и новые вещи за неделю до Нового года. Если вы купили новую одежду, обувь, украшения, ждите новогоднего торжества, ждите 31 декабря. Дело в том, что таким образом, когда вы надеваете новые вещи, новые обновки в сам новогодний день, 31 декабря, вы таким образом привлекаете достаток, изобилие, благополучие в свою жизнь. Вы показываете, что вы готовы к этому. И очень важно, чтобы это все было новое, не бэушное. Также ни в коем случае не берите в аренду одежду, не берите у своих друзей, подруг, знакомых, ни в коем случае этого не делайте никогда в жизни, потому что у каждого человека свои определенные вибрации и энергии, и вы не знаете, что у другого человека происходит в реальности, в жизни. Многие пишут: ой, я знаю, что происходит. Вы знаете только то, что вам нужно знать, а в реальности вы с человеком не живете 24 часа, 7 дней в неделю, и вы не держите свечку и не знаете, что же в реальности происходит, потому что бывает так, что человек может вам улыбаться, говорить, а в это время у него очень большие проблемы. И с законом могут быть проблемы, и с людьми, и так далее. Поэтому думайте об этом. Также запомните, в новогоднюю ночь нельзя выносить мусор. Да, есть такие люди, которые приготовили все на новогодний стол и решили все-таки уже выносить мусор. Его нужно выкинуть заранее, до того, как стемнеет. И если у вас не получается, тогда завяжите в черный пакет, а уже на следующий день в дневное время вынесите этот мусор. Если мы говорим о хламе, о том, что вы решили с чем-то попрощаться, то лучше это сделать не в сам день 31 декабря, а намного раньше. Не забывайте, что вам нужно обязательно убрать дом и избавиться от лишних вещей. Старайтесь сделать это хотя бы за неделю до Нового года.
Дело в том, что если вы будете выкидывать мусор из дома или делать уборку 1 января, а есть такие люди, которые это делают, то знаете, что в новом наступающем году вы не сможете избежать потерь, убытков и незапланированных трат. Кто-то скажет о том, что ой, я начинаю новую жизнь 1 января, и прямо в 8 утра я проснусь и начну заниматься уборкой, делать ревизию вещей и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что вы можете делать все, что вы хотите, но есть энергии, которые идут с космоса в это время, и вы тем самым нарушаете, и вы приводите к дисбалансу. И это также приводит к определенным проблемам. Конечно, возможно, сразу вы этого и не заметите. Вы должны понимать и то, что никогда в нашей жизни вот вы что-то сделали, сказали, что-то значит должно обязательно произойти в данную секунду. Нет. Бывает, что проходит полгода, год, и этот бумеранг возвращается. И когда он возвращается, вы знаете, возвращается не одна беда, да, не одна проблема, а, как правило, это наваливается и прямо как снежный ком. Поэтому 10 раз подумайте над тем, что вы делаете 31 декабря и 1 января, потому что наши предки неспроста дали нам эти знания. И при этом эти знания раньше передавались не с помощью интернета, телефона, тетрадей, энциклопедий, а не из уст в уста, вы понимаете? И вот сегодня многие уже об этом, к сожалению, забывают. Поэтому наша задача с вами их помнить и далее стараться выполнять. Также запомните, в новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя пришивать пуговицы и закалывать булавки. Почему? Потому что считается, что таким образом старые проблемы остаются с вами, и вы их тем самым переносите в новый 2024 год. Далее, что еще обязательно нужно сделать в новогоднюю ночь? Обязательно проведите очень один интересный обряд. Вам нужно взять топор и постучать по порогу и сказать следующие слова: изобилие, достаток, здоровья и благополучия. И считается, что после проведения вот такой вот практики вы действительно поможете привлечь в свой дом благополучие, здоровье, изобилие и достаток. Также обращаем ваше внимание, что ни в коем случае 31 декабря и 1 января нельзя стирать вещи. Да, многие считают, что если у меня стиральная машина, и, казалось бы, вы никакого физического отношения не имеете, но вы должны понимать и то, что таким образом вы стираете своих близких и родных вам людей. Поэтому подумайте, стоит ли вам стирать в Новый год вещи. То же самое касается и мытья пола, особенно за 5 минут до полуночи, потому что таким образом вы вымываете кого-то из своей семьи. При этом на кого этот попадет момент, никто не знает. Помните о том, что Новый год, на то он и Новый год. Также в новогоднюю ночь, чтобы привлечь деньги, вы можете обрызгать себя молочком, семью свою, тех членов семьи, с кем вы живете, с кем вы отмечаете Новый год. Тем самым вы можете привлечь богатство, изобилие на протяжении всего 2024 года. Поэтому подумайте об этом. Не надо прямо обливаться, а просто, знаете, вот как священники это делают, да, обрызгивают святой водой, так и вы слегка, немножечко. Также вы можете и порог обрызгать молоком в новогоднюю ночь. Далее еще обратите внимание на количество гостей. Считается, что за одним столом не должно сидеть людей, которые соответствуют 2 последним цифрам года. У нас с вами 24 год близится, да, значит 24 человека не могут сидеть за одним праздничным столом. Обратите на это особое внимание. Также в новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя разбивать посуду, иначе это сулит вам несчастье, беды и проблемы. А если, не дай бог, разбилась посуда в новогоднюю ночь, ну всякое бывает, то тогда нужно как можно скорее все это собрать и закопать во дворе, для того, чтобы сохранить благополучие в доме. Ну а если в вашем случае у вас снег, то тогда просто-навсего закопайте
возьмите черный пакет, все это упакуйте в черный пакет, а на следующий день вынесите. И когда будете выбрасывать, скажите: убираю все беды и проблемы из своей жизни, приглашаю изобилие, достаток и благополучие в 2024 год. Истинно да будет так. Вот, друзья, что мы не рекомендуем делать вам в новогоднюю ночь. Сделайте это, знайте, ждите бед, горя, проблем и неприятностей. И мы всех поздравляем с наступающим новым 2024 годом. Желаем всего вам самого-самого наилучшего. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.